Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие по пескам Древнего Египта, чтобы исследовать его загадки и тайны. Перед вами тест, который проверит ваши знания о фараонах, пирамидах, иероглифах и многих других аспектах этой величественной древней цивилизации. Давайте начнем это захватывающее приключение вместе. Кто такая Хатшепсут? Главная жена Тутанхамона. Богиня с головой кошки. Женщина-фараон. Хатшепсут была первой правительницей Древнего Египта, носившей титул фараона. Ее имя означает «первая среди благородных женщин». Она стала пятым фараоном 18-й династии, в период, известный как Новое Царство. Правление Хатшепсут ознаменовалось многими успехами, но последующие правители поспешили уничтожить все свидетельства ее существования согласно египетской традиции. Ни одна женщина не могла и не должна была обладать полной божественной силой мужчины-фараона. Что такое Токемет? Так египтяне называли смерть. Название загробного мира в мифологии Древнего Египта. Самоназвание Древнего Египта. Сами египтяне называли свою страну Токемет, что в переводе означает «черная земля» или «чернозем». Это была небольшая полоска плодородной почвы, тянущаяся вдоль берегов Нила. Основную часть страны занимала Красная земля, названная так из-за характерного цвета песка или пустыни. Пустыню египтяне не любили и боялись, противопоставляя ей свою благодатную Черную землю. Чему посвящена древнеегипетская книга мертвых? Описанию адских мук, описанию технологии погребения, религиозным и заупокойным текстам. Книга мертвых в Древнем Египте – сборник египетских заупокойных текстов. Сборник представляет собой собрание магических заклинаний, призванное помочь умершему преодолеть опасности потустороннего мира и обрести благополучие в посмертии. Оригинальное древнеегипетское название сборника часто переводится как «Книга Дня Пришествия» либо «Заклинание Дня Выхода на свет». Первая столица египетского царства. Мемфис, Фивы, Вавилон. Первой столицей древнеегипетского царства стал Мемфис, находившийся на западном берегу Нила, приблизительно в 20 километрах от современного Каира. Он был воздвигнут на рубеже Верхнего и Нижнего Египта. Согласно греческой мифологии, свое название город получил в честь жены царя Египта Эпофоса и дочери речного бога Нила, Мемфиды. Кого древние египтяне считали живым богом? Главного жреца, фараона, Амон-Ра. Египетский фараон считался живым богом. Ему оказывали почести, как богу. Простым людям нельзя было на него даже смотреть, тем более говорить с ним или дотрагиваться хотя бы до его тени. Во время праздников или торжеств владыку носили на специальных носилках, закрытых со всех сторон занавесками. На рисунках фараон всегда был изображен в 2-3 раза больше простых людей. Жил фараон и его семья во дворце, подходить к которому простым людям также было запрещено. Поскольку фараон считался воплощением бога солнца, то его окружали золотыми предметами. Фараон считал всех людей своими слугами. Поэтому в качестве награды он мог позволить знатному господину подавать себе воду для умывания или носить свои сандалии. Кто был вторым лицом в государстве после фараона? Главная жена фараона. Первый сын фараона. Чати. Самым главным в египетской социальной иерархии являлся фараон. Фараон – абсолютный монарх Египта, под его полным контролем находились все ресурсы страны.
Ниже фараона идет высший, господствующий класс – песцы и чиновники. Самые главные здесь – Чати и Намархи. Чати – второе лицо в государстве после фараона. Он управлял казначейством, царскими сокровищницами, государственными житницами, отвечал за строительство, правовую систему и архивы. Что входило в обязательные атрибуты фараона? Фальшивый нос, фальшивая борода, фальшивые брови. Фараон должен был иметь определенные атрибуты, которые отличали его от своих подданных. К таким атрибутам относились корона, платок был обычным головным убором в Египте, однако различался по цветам в зависимости от социальной категории носящего. Царский платок был золотым с синими полосами. Иногда поверх него надевались корона. Скипет – короткий жезл с крюком на верхнем конце. Жезл – длинная трость с раздвоенным нижним концом и навершием в виде головы собаки или шакала. Накладная бородка была символом власти и мужской силы царя, изготовлялась искусственно и подвязывалась. Хвост животного – чинджит – подвешивался сзади на набедренную повязку. Фараон, державший в руках жезл и кинжал, представлялся как военачальник. Что означает понятие религия? Умение подчиняться кому-либо. Вера в силы природы. Вера в сверхъестественные силы. Религия – это вера людей в Бога или богов, в сверхъестественные силы, способные творить чудеса, а также вера в то, что у человека есть душа, продолжающая существование после смерти тела. Религия занимала важное место в жизни египтян. Они верили, что природными процессами и жизнью людей управляют всемогущие боги. Богов признавали творцами городов, законов, ремесел и искусства. Почему египетские поля были похожи на шахматные доски? Глава Египта любил играть в шахматы. Поля делали квадратными, чтобы было удобно их обрабатывать. Вокруг полей делали насыпь, чтобы в них в засушливый период застаивалась вода. На берегах Нила египтяне строили земляные насыпи, отделявшие одно поле от другого. Благодаря насыпям вся страна, если смотреть на нее сверху, была похожа на шахматную доску. Во время разлива вода надолго застаивалась в квадратах, образованных насыпями. Влага пропитывала землю, а плодородный ил оседал. Земля становилась готовой к пахоте. Увлажненную землю пахали легким плугом, затем засевали ячменем или пшеницей. Для орошения полей, удаленных от Нила, копали каналы. Для чего нужны были амулеты в Древнем Египте? Это украшения для мужчин и женщин. Это украшения для женщин. Для защиты от злых духов и бед. Обереги, амулеты и талисманы использовались во всех жизненных сферах. Для того, чтобы принести себе и близким счастье, удачу, благополучие и здоровье, чтобы отвести вред и зло, защитить, уберечь от болезней, яда, ран, опасных живых и неживых созданий, нехороших людей. Изготовление этих волшебных предметов в Древнем Египте являлось священным и очень почетным ремеслом и проходило согласно особому ритуалу. Важно было время, когда изготавливались обереги и амулеты, а также действия, производимые над этими предметами. Сила такого священного предмета сохранялась до тех пор, пока не разрушался материал или не стиралось изображение или надпись.